Приветствую всех у себя на канале, с вами Дориан Корнет, и скоро Новый год, и зима уже началась. Поэтому я решил помочь вам украсить ваш канал, сделать зимнюю шапку и аватарку для вашего канала. Использовать мы будем Photoshop и Cinema 4D для красивого текста. Также бонусом ко всему этому я вам дам пак со всякими вырезками, фонами и так далее, которые помогут вам сделать вашу шапку реально крутой. Не забудьте поставить лайк на это видео, ну и конечно же подписаться на канал ты тоже не забудь. Приятного просмотра. Новогоднее оформление добавляет плюс 10 к атмосферности на YouTube. Заходить к каналам, которые оформили свой канал, как, не знаю, там что-то новогоднее, это приятно. Но не стоит забывать оформлять ваши видео тоже. Или, например, стримы, если вы стример. И я знаю, что вам с этим поможет. Есть программа Streamlabs OBS. Это лучшая программа для стриминга и записи видео в целом. В нее встроены тысячи и тысячи оформлений для ваших стримов. Там есть и зимнее, и летнее оформление. В общем, оформление даже под разные игры. Оформлений там реально десятки тысяч. И вы можете установить их в один клик, изменить весь текст, настроить под себя, и вам не придется делать все оформление самим. Рамку для вашей вебки и так далее, все уже за вас настроено. Программа также лагает на 20% меньше, чем оригинальный OBS, за счет того, что в нее не надо докачивать миллионы плагинов, скачивать левые программы и так далее. Также в нее встроена своя система донатов, что позволяет вам не париться с Donation Alerts. Там можно продавать свой мерч, там встроен чат-бот и встроен чат в программу, есть режим студии, есть полноценная статистика по вашим стримам, можно добавлять счетчик зрителей, счетчик лайков, дизлайков. В общем, там огромное количество всяких плюшек. Ссылочка на данную программу и полный мой разбор этой программы, где я объясняю, что и как сделать, чтобы все было офигенно, будет по ссылочке в описании. Заходите, скачивайте или заходите и смотрите видос, а потом уже скачиваете. Реально топовая программа, и она вам поможет оформить именно ваши видосы или стримы под Новый год, если вам это опять же интересно. Но сейчас мы перейдем именно к оформлению вашего канала, ведь оформить канал — это то, что нам сейчас именно нужно сделать в рамках этого туториала. Итак, в описании к этому видео будут ссылочки на Яндекс.Диск, Google Drive, ну и всякие другие файлообменники, с которых вы сможете скачать папочку. Там будет пачка заготовок 3D текста, будет пачка вырезок, иконок, фонов и заготовка под шапку. Более того, там будет одна готовая шапка. Если вы хотите меня за это отблагодарить, лучший способ — это поставить лайк на это видео. Поэтому я буду очень рад, если вы поставите лайк, и я пойму, что реально собирал весь этот пак новогодний не зря. На самом деле мы можем приступать. Скачав архив, разархивировав, увидите там папочку Новый год. Вот, собственно, заготовки Cinema 4D текста, всякие вырезки для вашей шапки, иконки, фоны, заготовка под шапку, которая будет выглядеть вот так вот. Новогодняя уже готовая шапка, но показывать вам я ее не буду, вы сами это посмотрите. Здесь есть цветокоррекция, рамки для шапочки, и вообще все, что я вам сегодня расскажу, это, скажем так, быстрый способ оформить ваш канал. И это вам, скажем так, небольшой подарочек в плане оформления. Не нужно вообще никак париться практически. Во-первых, вам нужно определиться с тематикой вашего канала, чем вы занимаетесь. Будь то игровой контент, влоги, блоги, обзор техники и так далее. Вам нужно это указать на вашей шапке, то есть выбрать какой-то фон. Если же вы не хотите что-то там, не знаю, определенное указывать, можете просто скачать любой фон с зимней тематикой, либо, не знаю, там, новогодней тематикой и использовать его. Давайте сделаем нейтральную тематику и просто сделаем зимнюю полноценную шапочку. Первое, перед тем, как заходить в Photoshop, нам нужно зайти в Cinema 4D. В папке Cinema 4D текст будет один из рендеров называться из видео. Это именно этот рендер. Можете использовать его. Но запомните, здесь есть другие рендеры для вашего Cinema 4D. Для того, чтобы сделать 3D текст, можете использовать их. Но я буду использовать именно этот исходник, поэтому я его назвал из видео, чтобы вы могли понять, какой использовать именно я. Все, что здесь нужно, это вам поменять никнейм. Как это сделать? Зажимаете Ctrl, выбираете вот эти два слоя и пишите название вашего канала. После этого выбираете зажатым Ctrl нижние два слоя и пишите второе слово в названии вашего канала. Если у вас состоит ваш никнейм из одного слова, используйте только один рендер, нажав вот сюда, чтобы выключить второе, собственно, слово. Если у вас слов больше, вы просто зажимаете Ctrl, нажимаете Ctrl-C и нажимаете Ctrl-V. Тем самым вы копируете текст. И теперь, потянув за зеленую стрелочку вниз, у вас образуется третье слово, можете использовать его и рендерить так. После этого жмете сюда, здесь вы заходите в раздел «Сохранить» и выбираете папочку, куда вам нужно это все сохранить. Нажимаете три точки, выбираете рабочий стол, например, и все. После этого нажимаете кнопку посередине, и у вас происходит рендер. Я его отменю, поскольку у меня уже текст зарендерен, но у вас начнется рендер, вы ждете его, и у вас получится вот такого вот рода текст. Он красивый, ну, довольно новогодний по цветам и смотрится довольно круто. После этого нажимаете «Файл», «Открыть» и открываете этот файл в вашем фотошопе. Ваша задача перекинуть его, подгоняете размер под вашу рамку, применяете трансформацию и нажимаете сочетание клавиш Ctrl и английскую A.
После этого жмете вот сюда, и ваш текст перемещается в самый центр вашей шапки. Это круто. Теперь вы 2 раза нажимаете по тексту, выбираете внутреннее освещение и делаете его примерно вот такими вот настройками. Цвет выбираете в зависимости от того, какой цвет вы выбрали. Допустим, у меня это синий, поэтому я выбираю синий. Как видите, это добавляет небольшое такое свечение на тексте синего оттенка. Это довольно приятно. Далее, что намного важнее, это добавить тень. Тень также рекомендую сделать чуть-чуть побольше. Неважно, что она выглядит сейчас довольно вычурно, дальше будет смотреться она намного круче. Также совет поставить угол на 90 градусов и поставить галочку «Глобальное освещение». Поставив примерно такие настройки, в принципе, мы закончим на самом деле обработку нашего текста, нам пока что ничего с этим делать не понадобится. Теперь нам нужно загрузить фон, с которым мы будем работать. Я загрузил эту картинку, мы нажимаем Ctrl-T и подгоняем ее по размерам, чтобы все было найсово. Делаю это сжатым шифтом. В принципе, на самом деле, если вы очень ленивый чувак, шапка-то готова, но мы не будем на этом останавливаться, понятное дело. Если вам не нравятся эти затенения по краям, можете их выключить. Вот они здесь находятся, просто их выключаете, либо удаляете. Я их удалю, так и быть, но вы можете их использовать. Далее вы видите вот эти вот значки. Они выглядят, может быть, не в тему, скажете, к чему они здесь, но они добавляют наполненности и насыщенности этой работы. Если вы хотите, опять же, сделать все по зимнему, по, скажем так, крутому, здесь будет папка с иконками. Эти иконки, вот эти вот данные иконки, вы можете заполнить вот этими всякими разными новогодними иконками. И тогда все будет смотреться намного по-новогоднее. Но работа очень пустая, и нас это определенно не устраивает. Заходим в вырезки и добавляем всякого крутого новогоднего. Здесь много довольно-таки вырезок, и опять же, после выхода этого видео, и здесь будет еще больше. Это просто я сделал перед началом выхода, чтобы просто вы видели, что примерно что там будет находиться. Выбираем, допустим, вот эту вот заготовочку, мы ее немножечко повертим и поместим в край нашей работы. Также мы, зажав Shift, поменяем размер на поменьше, поскольку, ну, уж больно сильно оно как-то выделяется. Нажимаем Ctrl и английскую J, тем самым копируем эту работу. Теперь мы просто нажимаем отразить по горизонтали, и наша картинка полностью отражается. Тем самым нам придется подгонять примерно что и как, чтобы выглядело симметрично. Также сверху мы добавим немного гирлянд. Очень маленьких, чтобы они особо не видались в глаза, но тем не менее, чтобы они были заметные. Опять же, с помощью Ctrl-J мы их копируем и делаем так, чтобы они вот так вот сверху плавненько находились и светились. Это выглядит довольно красиво. Также добавим с правого края немного снега, как будто у нас, скажем так, снег повыпадал. Поместим, правда, снег пониже по слоям. И используем еще вот такие вот светильнички. В чем смысл? Мы поместим их якобы на текст. Ну, в том смысле, что якобы они здесь расположены и прикреплены. Таким образом, мы украсим наш текст, сделаем его покрасивше. Это смотрится примерно так, и видно уже, что оформлено довольно по-новогоднему. Если вам не нравится то, что они выглядят одинаково, то здесь 2 красные лампочки, здесь 2 красные. Вы можете выбрать один из слоев. Допустим, у меня это правый, и нажать сочетание клавиш Ctrl и U. Или же Ctrl и русскую G. И здесь вы можете поменять тона ваших работ. То есть поменять цвета вот этих вот лампочек, что позволит вам избавиться от, скажем, такой неприятной симметрии, и не будет заметно, что это просто копия тех же лампочек слева. Допустим, сделаем их такими синеватыми, чуть более насыщенными, и ярко сделаем потемнее, чтобы не совсем цвета выедали глаза. И теперь это смотрится уже поуникальнее, получше. Допустим, вот такой вот небольшой пак подарков мы поместим в самый левый нижний край. К слову, здесь находится наш текст. Вы можете взять и нажать «Скопировать стиль слоя» и поместить этот стиль слоя на все наши вырезки, которые мы сделали. На эти вырезки справа и слева сразу видно то, что появилась такая тень и появилось внутреннее яркое свечение у этих штучек. Кстати говоря, небольшой лайфхак. Если вы сделали текст, зарендерили его, он у вас рендерился долго, но вам не нравится цвет, который находится на вашем тексте, вы можете выбрать слой с вашим текстом, нажать опять же сочетание клавиш Ctrl и английскую U, либо же, как говорится, русскую G, и здесь с помощью цветового тона поменять цвет вашего текста. Как видите, цвет меняется довольно качественно и не выглядит, как будто это сделано в фотошопе там за 2 клика. Также можно менять и заготовки любого вашего изображения. На самом деле, давайте сделаем так. Это пускай будет нашей основой, и пускай на этом мы закончим именно создание шапки. Вы скажете, это очень просто, и зачем ты сделал этот туториал? В основном я сделал этот туториал только потому, что Новый год, и вам хочу раздать всякие плюшки для создания оформления. Я вам лишь показал принцип работы с этими заготовочками, если вы не разбираетесь в фотошопе и так далее. Что можно из этого сделать, как с этим можно поработать и реализовать. Потому что я знаю, что некоторые вообще не разбираются в фотошопе из моих зрителей.
зрителей, как ни странно, да. Я просто считаю то, что на Новый год нужно раздать вам плюшки с оформлением и помочь немножко оформить ваш канал под новогодний стиль, и надеюсь, что у меня это получилось. А где вообще аватарка? Ты аватарку мне показал, как сделать. Алло, чувак, это же шапка и аватарка в стиле зимнем, а не просто шапка. Да все довольно просто. Вы берете тот же текст, который вы использовали в самом начале, и пишите, например, у вас ник, там, не знаю, Melonade, пишите там, не знаю, букву М. Если у вас ник из двух слов состоит, пишите две буквы, как у меня это будет ДК. И таким образом вы делаете парочку букв, либо одну букву, зависит от вашего никнейма, и рендерите этот текст. Вам нужно лишь добавить этот зарендеренный текст вашими буквами на вашу шапку, подобрать все эффекты и так далее под вашу аватарку, после этого нажать на инструмент рамка и сделать вот такое вот выделение. Нажимаем Enter. И бац, ваша аватарка готова, вы ее сохраняете. Как видите, это довольно просто. Вам не придется настраивать эффекты заново, всякие плюшки и так далее. И выглядит, в принципе, аватарка довольно презентабельно. Также, по желанию, можете добавить поверх всей вашей шапки, не знаю, там, текстурку снега, добавить снежинок, добавить вырезок, плюшек, штучек. Ваша задача добавить на эту работу уникальности. И у меня есть Инстаграм по ссылочке в описании. Там у меня есть Директ. И тот, кто сделает самую красивую шапку по этому туториалу, получит от меня 200 рублей, допустим, там на Киви. Я понимаю, что это маленькие деньги, но почему бы и нет? Сделали по моему туториалу шапку, она вышла круто. Я покажу эту шапку в следующем видосе, передам человеку, который сделает самую лучшую шапку и аватарку по этому туториалу, 200 рублей. Чтобы скинуть мне эту шапку и аватарку, вам нужно перейти в мой инстаграм аккаунт и мне в директ стукнуть, и вот типа, вот, я сделал шапку по твоему туториалу, смотри, как получилось. Если вам было интересно смотреть это видео, или опять же вы нашли что-то полезное для себя в этом видео, ставьте лайк на этот видос. И также пишите в комментариях слово «зима», если вы досмотрели видео до самого конца. Тогда я пойму, что ты реально крутой чел, который смотрит мои видосы до самого конца, а у тебя появится шанс попасть в начало моего нового видео, как было с топ-комментарием в начале этого видосика. Поэтому пиши слово «зима», если досмотрел до конца, я пойму, что ты реально крутой. С тебя лайк, комментарий и подписка на канал, если ты этого еще почему-то не сделал. Спасибо тебе огромное за просмотр, я был рад провести с тобой это время, надеюсь, ты сделаешь прикольную шапку по этому туториалу, и все у тебя будет круто. Не забывай скачивать Streamlabs OBS по ссылочке в описании, ведь это реально годная программа для стриминга, поможет вам оформить ваши видео и ваши стримы под зимний лад, и вообще поможет вам записывать и делать крутые стримы, прям отвечаю. Слева прикольный видос, справа прикольный видос, а посередке кнопка для подписки на канал. Адьос.